тихое произошло. Настолько тихое, что почти ускользнуло от внимания. Не было объявления, не было тизера, не было поста с надписью «Coming soon», не было продвижения, не было тщательно выстроенной маркетинговой стратегии. Никто не встал перед камерой и не сказал «обратите на это внимание». И именно поэтому этот момент ощущается иначе. За считанные часы без какого-либо сигнала один простой предмет исчез с полок. Не исчез постепенно, не заканчивался понемногу. Он просто стал недоступен. В разных магазинах, в разных регионах, и большинство людей даже не осознали, в какой именно момент это произошло. Потому что такие моменты не приходят с шумом. Они приходят в тишине. Интересным этот момент делает не сам продукт. Это не предмет роскоши, не лимитированное издание и не вещь, позиционируемая как символ статуса. На самом деле почти каждый когда-то его видел, возможно, даже держал в руках, пользовался, не задумываясь. Предмет, существующий в повседневности, а не в витрине эксклюзива. Маркер. Тот самый, которым делают быстрые заметки, набрасывают маленькие эскизы, отмечают еще незавершенные идеи. Не больше. Но что-то изменилось не в самом предмете, а в контексте вокруг него. В один простой творческий момент Тайхон был замечен с ним, без эффектных жестов, без длинных объяснений, без намерения сделать его центром внимания. Он просто пользовался им, как человек, полностью погруженный в собственный процесс. И после этого, без шума, эффект начал проявляться. Давние наблюдатели замолчали, фанаты стали внимательнее, и один за другим люди начали замечать одно и то же. Этот предмет был распродан. Без официального эндорсмента, без контракта, без платной кампании, без навязанного нарратива. Только использование. И именно здесь эта история начинает приобретать более глубокий смысл. Чтобы понять, почему реакция на этот момент оказалась такой сильной, нужно замедлиться. Потому что это не про импульс, не про фомо и не про слепое следование тренду. Это про связь. Тайхон никогда не превращал креативность в шоу, он не относился к ней как к чему-то, что нужно выкрикивать. Для него креативность — это нечто проживаемое, в медленном ритме, с вниманием к деталям, через маленькие личные выборы. Выборы, которые не пытаются никого убедить. И именно это почувствовали фанаты, когда заметили тот самый маркер. Это не ощущалось как продуктовый момент, не ощущалось как скрытая реклама, не ощущалось как призыв купить. Ощущалось что-то гораздо интимнее. Краткий взгляд внутрь его творческого процесса. Это различие важно, потому что когда что-то кажется искренним, и отклик на него рождается другим. Фанаты не ринулись сразу, не было панического всплеска, не было массовых призывов. Они наблюдали, они спокойно обсуждали, они делились информацией медленно. Это тот же самый маркер. Где его можно найти? Почему, интересно, он выбрал именно этот? Эти маленькие вопросы циркулировали, переходили из одного разговора в другой. И незаметно спрос начал расти. Не из-за приказа, не из-за принуждения, а из-за любопытства. А любопытство — самая честная форма внимания. Что особенно интересно, до этого момента у маркера не было никакой символической ценности. Он не позиционировался как инструмент для избранных художников. Он не продавался с премиальным нарративом. Он просто существовал. Его ценность изменилась не из-за брендинга, не из-за искусственно созданного дефицита, а из-за контекста. Тайхон не возвысил его, говоря о нем. Он возвысил его, используя. И это форма влияния, о которой редко говорят, но которая невероятно сильна. Многие публичные фигуры влияют через громкость, через повторение, через намеренную видимость. А то, что произошло здесь, полная противоположность. Маленькое действие, один творческий момент и цепная реакция, возникшая естественным образом. Неудивительно, что многие фанаты сказали, это не было неожиданностью, это было неизбежно, потому что они уже видели этот паттерн раньше. Простые вещи, маленькие выборы, то, что никогда не задумывалось как центр внимания, но в итоге обретало значение. И каждый раз, когда это происходит, ощущение остается свежим, потому что невозможно предсказать, какой предмет заговорит в следующий раз.
То, что фанаты вынесли из этого момента, не просто статус sold out, это напоминание о том, что влияние не всегда приходит от самого громкого голоса, о том, что присутствие не нуждается в объявлениях, о том, что подлинность, если она последовательна, всегда найдет свой путь к людям. Когда стали появляться уведомления о том, что товар закончился, реакцией было не хаос, а восхищение. Потому что это было не про покупательскую способность, а про доверие. Доверие к вкусу, доверие к намерениям, доверие к тому, как Тайхон подходит к креативности, с терпением, с искренностью, без стремления быть заметным. А доверие – валюта куда более долговечная, чем сенсация. Со временем обсуждения не затихли, они, наоборот, углубились. Разговор сместился от «какой предмет» к «почему этот момент ощущается иначе». Почему что-то такое маленькое оставляет такое большое впечатление? Ответ, возможно, кроется в последовательности. Тайхон никогда не отделял креативность от повседневной жизни. Он не выстраивал дистанцию между собой и процессом. Он не делал креативность чем-то эксклюзивным. Он делал ее возможной. И когда фанаты замечают инструмент, которым он пользуется, это не похоже на погоню за объектом, это похоже на попытку понять образ мышления. В реакции, которая возникла, есть что-то успокаивающее. Нет навязанной срочности, нет обратного отсчета, нет ощущения «нужно прямо сейчас». Люди реагировали в своем собственном ритме. И такая реакция создает нечто более прочное, чем энтузиазм. Она создает доверие. Потому что энтузиазм угасает, а доверие остается. Еще одна деталь, которая бросается в глаза, это цена. Предмет не был эксклюзивным, не был труднодоступным. Он был доступным, практичным и знакомым. И именно это усилило его влияние. Это напоминание о том, что влияние не обязательно должно быть связано с роскошью. Иногда влияние рождается из ощущения близости и сопричастности. То, что человек вроде Тайхона чимирает нечто простое, передает тихое послание, которое ценят многие поклонники, что креативность не нуждается в роскоши и что самовыражение не зависит от статуса. По мере того, как разговоры продолжались, поклонники начали делиться похожими моментами из прошлого. Мелкими деталями, невысказанными выборами, обычными повседневными предметами, которые внезапно обрели смысл. Не потому, что они изменились, а потому, что изменился взгляд на них. А перспектива, сдвинувшись, редко возвращается к прежнему состоянию. То, что делает подобное влияние устойчивым, то, что оно никогда не требует внимания, оно его приглашает. Люди подходят добровольно, они остаются любопытными, им хочется понять больше. Именно поэтому такие моменты выходят за пределы одного дня. Даже после того, как изменилась актуальность, обсуждение не прекратилось, оно продолжило развиваться. В своей сути этот момент отражает что-то более глубокое, чем просто тренд. Он показывает, как подлинность создает импульс, как спокойная уверенность оставляет пространство для связи с другими и как искреннее выражение может тронуть людей, ни разу не прося их сделать шаг навстречу. И, возможно, в этом и заключается самый долговечный урок. Не в том, что товар был распродан, а в том, что простоты оказалось достаточно, чтобы напомнить людям, почему присутствие Тайхона продолжает резонировать так тихо и в то же время так сильно. В такие моменты поклонники реагируют не на объект, они откликаются на чувства, на ощущение того, что креативность может быть тихой, что самовыражение не обязательно быть отполированным, что смысл часто скрывается в мелочах, которые вовсе не предназначались для того, чтобы на них обращали внимание. Это чувство напоминает нам о том, что истинное влияние не всегда приходит от самого громкого голоса. Иногда оно рождается из последовательности, из маленьких выборов, совершаемых снова и снова одинаковым образом, без необходимости объяснений. И, возможно, именно поэтому такие моменты продолжают обсуждаться. Не из-за того, что было распродано, а из-за того, что ощущалось настоящим. В мире, переполненном стремлением быть заметным, этот момент существует по-своему, тихо, но мощно. Он не требует внимания, но все равно оставляет след. И когда это видео подходит к концу, возможно, остается не желание обладать каким-то объектом, а более простая мысль. Подлинность, проживаемая искренне, всегда найдет путь к тем, кто готов ее почувствовать. Без шума, без принуждения и без объявлений.
Потому что иногда самое большое влияние не кричит, чтобы его услышали. Оно просто присутствует и остается.